Пилинги начинаем делать, начиная от уголков губ, промакивая вот этим составом питательным и легким скрабирующим эффектом. Начинаем от уголков губ и постепенно продвигаясь вверх в сторону центральной части верхней губы. То есть, привет, мои дорогие, спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как убрать кисетные морщины вокруг губ, как ухаживать за губами, какие маски для губ помогут убрать кисетные морщины, как слегка приподнять уголки губ. В общем, вы узнаете шикарные рецепты масок, шикарные упражнения, которые помогут вам это сделать легко в домашних условиях. Видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому, мои дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, конечно же, мои дорогие друзья, те возрастные изменения, которые происходят и которые неизбежны, они портят полное впечатление от лица. И, естественно, опущенные уголки губ, они добавляют возраст, они делают лицо печальным, уставшим, непривлекательным. И, конечно же, те морщины, которые покрывают верхнюю губу, вертикальные, они, конечно, затрудняют нанесение губной помады. В общем, много проблем именно по этой теме, я знаю, у многих женщин есть, и мне много вопросов и запросов о том, чтобы я рассказала, как же я свои губы держу в таком идеальном состоянии, вплоть до того, что мне пишут, что я делала гиалуроновую кислоту, увеличила губы. Нет, ничего подобного я не делала. Я сторонник домашних процедур, домашнего ухода за своей внешностью, за волосами, за кожей лица и, конечно, исповедую домашний уход. Кстати, совсем недавно сделала стрижку, и сейчас это видео загружается в процессе монтирования. В общем, в ближайшее время вы узнаете, как я в домашних условиях делаю стрижки. А сегодня разговор про губы. И, конечно, все негативные эмоции, они очень влияют на работу мышц. То есть, если вы привыкли постоянно печалиться, хмуриться, естественно, в этой части лица будут образовываться морщины. И женщины, которые не привыкли много улыбаться, которые печалятся, конечно, получают в итоге такой эффект опущенных уголков губ, как будто бы смайлик не вот так вот, а наоборот, вот дуга как бы наоборот перевернута. И это, конечно, выглядит некрасиво. В общем, что с этим нужно делать? В домашних условиях очень легко привести свои губы в хорошее состояние. И это целый комплекс процедур, которые я вам сегодня, мои дорогие зрители, предлагаю сделать. И, возможно, на моем примере вы увидели тот момент, что я не пользуюсь услугами косметологии. В общем-то, я не делала ни коррекцию губ, не закачивала ботокса, ничего подобного. Единственный способ ухода – это домашние процедуры. Начать нужно в первую очередь с контролирования своей мимики, да? Старайтесь улыбаться чаще, чтобы мышцы, которые держат уголки губ, они находились постоянно в рабочем состоянии, постоянно в тонусе, и не позволяйте себе вот этого печального выражения лица, какие бы трудности, возможно, на вашем пути жизненном не встречались. Следующий момент – это, конечно, скрабы, пилинги и маски. Это обязательный комплекс процедур, которые нужно обязательно использовать, о котором я тоже вам рассказываю. И следующее – это, конечно, упражнения. Все, что касается работы мышц и тонуса, и тургора кожи в области губ, это тоже очень важно. Ну, начнем постепенно с самого важного. Это, конечно же, скрабы и пилинги. Кожа на губах очень тонкая. Естественно, все пилинги нужно делать очень щадящим образом. И самый лучший пилинг – это кофейно-медовый пилинг. Записывайте, мои дорогие друзья, его рецепт. 1 чайную ложку спитого кофе, 1 чайную ложку меда и 1 ампулу аевита. Капсулы продаются в аптеке. Это масляный раствор капсульный, который можно и полезно принимать вовнутрь. Скрабирование кожи губ нужно начинать от того контура, потому что с возрастом, конечно, контур становится не таким четким, как в молодые годы. Конечно же, цвет, оттенок кожи губ тоже блекнет. И чтобы постоянно держать свои губы в хорошем состоянии, нужно делать обязательные пилинги. Пилинги начинаем делать, начиная от уголков губ, промакивая
подчеркивая вот этим составом питательным и легким скрабирующим эффектом. Начинаем от уголков губ и постепенно продвигаясь вверх в сторону центральной части верхней губы. То есть круговыми движениями, легкими, никуда не торопясь, разминаем именно вот этот вот контур губ, который стал не таким четким. То же самое начинаем делать, но начиная нижнюю губу массировать от центральной нижней части и постепенно продвигаясь вверх. То есть все движения в момент пилинга должны быть направлены вверх, чтобы не усугублять, так сказать, процедуру гравитации, которая и без нашей помощи работает. В общем-то, пилинги нужно делать 1-2 раза в неделю, в зависимости от того, насколько в плохом или хорошем состоянии ваша кожа губ находится. Если у вас глубокие кисетные морщины, то 2 раза в неделю эта процедура просто обязательна. После того, как сделали такое легкое скрабирование, на помощь к нам приходят, чтобы вы думали, конечно же, зубные щетки. Я специально принесла, чтобы немножко какой-то позитив внести в сегодняшнее видео, потому что тема на самом деле серьезная, тема актуальная, но если вы подходите к этому вопросу без позитива, энтузиазма и как бы вот так вот слишком серьезно, то как бы результата будет меньше. Поэтому берем обычную зубную щетку, и в момент, как только вы почистили зубки, начинаете делать вот такую процедуру. Почистили зубки, отскрабировали кожу и начинаете легкое похлопывающее движение именно самой вот этой вот щетинкой по губам. Просто в свободном, расслабленном положении находятся ваши губы, и начинаете вот такое похлопывание легкое. Вы сразу обнаружите тот момент, что губы покраснели, прилив крови усилился, и, естественно, этот процесс будет вызывать более тщательное впитывание питательных компонентов, которые будем наносить после вот этого шикарнейшего массажа. Нужно себе за правило и привычку вести вот такую процедуру. Я сейчас, например, делаю это просто автоматически. Я почистила зубы и просто начинаю вот так вот легкие движения, хлопки, постукивание именно щеточкой по губам. Шикарный эффект, шикарно работает, не требует никаких дополнительных приборов, все под рукой, все на самом деле проще, чем вы можете себе это представить. После того, как ваши губы немножко распухли, стали яркими, сочными, нужно обязательно сделать питательную масочку. Маска шикарнейшая для кожи губ, это касторовое масло. Касторовое масло хорошо размягчает кожу, хорошо питает, наполняет ее влагой. Если ваши губы склонны к шелушению, то это просто шикарнейший эффект. Наносите и просто оставляете до полного впитывания, практически не требует промакивания и дополнительного как бы снятия вот этой вот пленки. Чем дольше вот эта пленочка у вас будет на губах, тем эффект будет лучше. Можно масочку эту делать с витаминами А и Витам. Как я уже говорила, капсулу просто раскрываете и наносите то же самое. Это шикарное средство, работает в течение дня. То есть, если вы эту процедуру делаете перед сном, то утром кожа на губах и эти кисетные морщины, они станут менее заметными. Кожа на губах станет увлажненной, пропитанной. И это практически процедуры, которые заменяют именно уколы ботоксом, да, вот это вот увеличение губ, в общем, то, что сейчас рекламируется и косметологами, в общем, это можно сделать, не прибегая к таким серьезным процедурам. Следующий этап, который также поможет убрать кисетные морщины, поднять уголки губ, убрать марионеточные вот эти складки, это упражнения. Упражнения, на самом деле, очень простые, те упражнения, которые можно делать на ходу. Первое упражнение — это, конечно, улыбка. Как только вы просыпаетесь, как только вы почистили зубки, стоите перед зеркалом, делайте упражнения, которые я вам сегодня посоветую, да, и расскажу о которых. Первое упражнение — это улыбка и вытягивание губ. Выглядит это вот так. Чтобы вот эта мышца, именно которая отвечает за поддержку именно уголков губ, чтобы она была в тонусе и она хорошо работала. То есть вот это вот упражнение делаете 10 раз.
Следующее упражнение, которое также хорошо подтягивает кожу вокруг губ, подтягивает мышцы именно, это упражнение, которое делаю вот так вот. Просто берете пальцем центральным, фиксируете сам уголок губ, потом, когда момент вы разговариваете указательными пальчиками, вы чувствуете разделение вот самой мышцы, и третий пальчик ставите под уголок губ, тоже в момент разговора вы прочувствуете, как сама мышца движется, зафиксируйте вот это движение мышц и начинаете как бы дуть, собирая губы в трубочку, но на сопротивление, то есть вы будете дуть губами, да, а пальчиками держать мышцу так, чтобы чувствовали, что мышца работает на сопротивление. Выглядит это вот так. Упражнение это делается тоже 10 раз. И следующее упражнение, которое тоже шикарно работает, это движение языком по внутренней слизистой оболочке рта в одну сторону 10 раз и в другую сторону 10 раз. Выглядит это вот так. Кстати, вот это упражнение хорошо помогает не только от кисетных морщин, но и разгоняет именно носогубную складку. Это вот те самые простые базовые упражнения, которые можно запомнить. Просто 3 упражнения, мои дорогие друзья, запомните. И в любую свободную минутку постарайтесь их делать. Для тех моих дорогих зрителей, кто хочет более конкретно и подробно в эту тему углубиться, то есть рассмотреть те упражнения, которые работают на все мышцы лица, я оставлю ссылки. У меня есть 2 шикарных комплекса упражнений по интероральному массажу. Это массаж, который делается изнутри лица, по слизистой оболочке, хорошо разминает мышцы, в общем-то борется и с носогубными складками, и с марионеточными морщинами, и с морщинами кисетными. И есть комплекс упражнений, который работает именно на поверхности кожи. Следующий этап, который поможет в борьбе с кисетными морщинами, это, конечно же, маски. То, что я сказала относительно масел, это процедура, которую нужно делать после, скажем, массажа, после вот этой вот щеточной процедуры, но не упускайте тот момент, скажем, когда вы делаете маску питательную для лица, и эту же маску, скажем, с питательными компонентами можно сделать и для кожи губ. Запишите, пожалуйста, рецепт шикарнейшей маски для кожи губ на базе масла. Сливочное масло берете, ложку сливочного масла, желательно, чтобы это масло было домашнее, натуральное, при комнатной температуре добавляйте в это масло ложку меда. Все это хорошо размешиваете и наносите на губы. Кстати, вот эту масочку можно держать в холодильнике. Как только вы заметили, что ваша кожа губ нуждается в усиленном питании, в восполнении сил, если вдруг вы заметили, что появились дополнительные какие-то кисетные морщины, срочно делайте процедуру щеточную и наносите обязательно эту питательную жирную маску для губ. И, конечно же, состояние губ говорит о возрасте. Если вы будете регулярно ухаживать за губами, если вы регулярно будете смотреть мои советы, которые помогают мне сохранить свою молодость и красоту, то я надеюсь, что вы с этой ситуацией справитесь, и я надеюсь, что ваше лицо всегда будет сияющим, что вы всегда будете улыбаться, что кисетные морщины, которые у вас, возможно, уже появились, они разгладятся, исчезнут и не будут появляться новые морщинки. Мои дорогие друзья, напишите, пожалуйста, какими советами и рекомендациями вы уже пользовались. На моем канале много различных рецептов масок, умывалок, очищалок, что вы использовали в своем уходе. Возможно, у вас есть какой-то свой рецепт красоты, какой-то свой секрет, которым вы тоже пользуетесь регулярно. Пожалуйста, поделитесь, мне тоже очень интересно узнать какие-то новые рецепты. Возможно, что-то я не знаю. Я с огромным удовольствием учусь, получаю информацию и делюсь с вами, мои дорогие зрители. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.